Всем привет! Пока разгорается горн, я вам вкратце расскажу концепцию сегодняшнего кино. Кино должно быть интересным, и постараюсь до конца видео сохранить легкую интригу. Наблюдательные сразу догадаются, что к чему. Ну, остальные смотрим, и в конце видео расскажу, в чем был прикол. А сейчас расскажу, что задумал. Кино сегодняшнее будет заключаться в следующем. Беру вот этот лом, который, в общем-то, никуда толком не пойдет все равно, а под ногами валяется, и выкинуть жалко. И поэтому мне сегодня качество не важно. Значит, я его переплавляю. Тут двигателя коробка. Ну, короче, от мебели кое-что. Со старых переплавок. Кусок шлака, который жалко было выкинуть. Это я шлак снимал в недоплавленном алюминии, в недогретом. Тут хорошо алюминия должно быть. Вот этот кусок хотел закинуть. А потом решил точнуть. Оказалось магний. Сейчас покажу. Магний искрит. Новый год на носу. Так что петарды будут свои. Вот. И самый главный герой сегодняшнего фильма, или, как я сказал, кино, вот этот вот состав. В баночке беленький. Специально не приближаю, чтобы быстро не догадались. Один из ингредиентов тут поваренная соль. И не надо сразу бежать писать комментарии, что следующий ингредиент сода. Там не сода. Там совсем другой продукт. Будем его добавлять в расплавленный алюминий уже. Алюминий я сегодня перегрею хорошенько. И будем добавлять, как в манную кашу. Надо будет тонкой струйкой посыпать и размешивать, чтобы ничего там не слиплось. Кому нравится, продолжаем смотреть видео до конца. Кому не нравится, можете мотать отсюда. Я не обижусь. Но мотать не на другой канал, а мотать в конец видео. Если вам интересно, что это за порошок. Вдруг кого-то обидел, извините, это шутка. Забросил первую порцию. Тут пока еще ничего интересного. Это только начало. Закрываем. Пусть первая пойдет плавиться, а дальше уже пойдет быстрее. Так, а сегодня хочу сейчас вам показать. Вот он, пирометр. Короче, поднастроил я его. Помните, да, он у меня батарейки сажал. За 2 дня новые. Пришлось ставить выключатель. То есть теперь я включаю выключатель этот, не нажимая кнопки даже. И он сразу меряет температуру. Правда, все равно косяк. Эмиссию выставляю 95, ну 0,95. А при включении всегда однерка. Всегда. Ну, теперь включенный. Теперь от кнопки работает. Ну и вот. Испытаю я сегодня его вместе с термопарой. То есть проверю, как термопара покажет алюминий. И постараюсь замерить рядом с алюминием тигель уже им. Потому что я думаю, им алюминий, да, померить будет тяжело. Ну и выключаю. Все, выключил. Вот такие сегодня будут дела. Ждем-с. Постоянные зрители, наверное, заметили, что сегодня у меня тигель другой. Он как-то уже раз мелькал в видео. Это из чугунной трубы канализационной. Просто я не хочу своим основным тигелем сегодня экспериментировать, потому что боюсь, что вот этот состав волшебный, порошочек магический, который я буду засыпать, он может прилипнуть на стенке. А может быть вообще у меня алюминий застынет прямо внутри. То есть и придется его просто выколачивать и портить тигель. Поэтому тигель сегодня другой. Первая партия расплавилась, а теперь уже пойдет попроще. Теперь только кидай. Вот елки. Ну, ладно, сейчас поправлю. С такими настройками пирометр начал мерить нормально тигель. Так что можно мерить тигель.
и верить, что алюминий такой же температуры. Ну, 720, ну, 727 пусть будет. А сейчас пирометр. И эмиссия перестала сбиваться. Пирометр. Теперь смотрим. Тигель. 700. А ты на алюминий попал. Вот на тигель навожу. Более-менее нормальную температуру показывает, приемлемую. Только на алюминь все начинает скакать туда-сюда. То есть вот это все отражение, это не есть хорошо. А так нормально. Тигель показывает более-менее. Так что можно верить уже. Так, а печка у меня. Еще ни разу не замерял печку. Что у меня покажет? 248, 250. Да ладно. А да, горячая. Ну да, более-менее цифры уже стали показывать свое. Снизу погорячей, потому что там и сразу на дне лежит, ближе к верху похолоднее. Все, продолжаем. Температура 830. Пора убирать шлак. Смотрите, какой он. Правда, шлак вот тут я мешаю. Такое ощущение, как будто там алюминия нет. Вон он снизу даже красный достаю. Короче, мне его сейчас убирать и убирать. Ну ничего, зато все, что валялось под ногами, я сегодня уберу. Живут. Красный. Так, давайте я вам поближе поставлю. Ну, шлак выбран. А теперь можно начинать и посыпать. Боюсь я, конечно, не знаю, что получится. Так, сейчас я сначала варежки одену, хорошие. Все, начинаю засыпать. Супер-пупер порошок. Все это будет делаться через камеру. Одна рука там, другая здесь. Ну, пробуем. Сейчас чуть-чуть сыпану. Нормально. Ага, ничего нормального. Пока. Угу. Ничего пока нормального. Вот так тогда сделаем. Отойдем подальше и помешаем. Ну вот, в общем-то, получилось то, что я и думал. Вернее, чего боялся. Эта штука, она прилипает. Ладно, я сейчас закрою. И посмотрю, что будет. Все, закрываю и грею. Потом открою, посмотрим. Так, сказать могу только одно. Фокус не удался. То, что я задумывал проверить, не вышло. Получились вот такие вот картошки с моего эксперимента. Видали, что творится. Догадались, что за порошок был? Порошок это был толченое стекло оконное.
У него температура плавления 600 градусов, примерно как алюминий. И я думал, что если вдруг порошок сыпать как в манку-манку, то он, может быть, не спечется друг с другом, а с алюминием растворится. Но я хотел соединить несоединяемые, поэтому получились вот такие вот штуки, которые прилипают на тигель. Да, они на все прилипают. Вот оно что. Ну, тянется, расплавленное, но стекло до жидкого состояния, наверное, и не доведешь. Оно всегда густое. Смотрите поближе, что там творится. Адское месиво. А легкое, тонет легко. Я вот его надавлю чуть-чуть. Но в алюминии плавает. Хотя по идее стекло тяжелее. Значит, там много пузырей. Ух ты. Так, теперь надо мне как-то это все выловить. А алюминий вылить отдельно. Так что еще и алюминий пойдет в дело. А может он будет с кремнием? Ладно, все, я сейчас повылавливаю без вас уже. Вылью заготовку. Посмотрим, что там получился за алюминий. Кушать подано. А, отлипать не хочет. Да, отлипни ты. О, в алюминии помакаю, когда отлипает хорошо. Так, а что ж я сделал? Поставил эту чашку на фанеру. Что гореть будет. Так, все, выключаю я алюминий сейчас. Хотя можно его сейчас дегазатор, наверное, воткнуть в него в алюминий. Вон какой раскаленный, да. Чашку убираю и кидаю в дегазатор. Пирометр показывает сегодня 940 градусов сейчас. Термопара показывает 960. И сейчас колокольчик с дегазатором туда. Как бы только бежать подальше мне от него. Опа. Что там вам видно? Нормально? А то я что-то боюсь подходить. Ну что здесь? Ну, что-то поднялось. Так, все, выключаю поддув. Хватит тут дуть уже. Пусть чуть-чуть постоит. Шашлак сниму. И буду разливать. Может, отливка получится качественная. Мне один из зрителей писал, что так профукал как-то температуру. Красный алюминий разлил по формам. И получилось качество отличное. Так, ну все, переиграл. Переиграл. Ух ты, все краснющее. Фу. А почему так? Смотрите. Первый раз у меня колокольчик покрылся чем-то белым. И внутри алюминий белый. Может, кремний какой, правда, со стекла? Или это от температуры большой? Ну-ка, снимем сейчас этот шлак. Что-то
Как-то на дегазатор не похоже. С дегазатора всегда меньше. И снималось пленкой. Что еще поднялось? Может, все-таки какое-то стекло и было в расплаве. Ругаться сегодня будете? Ну ничего. Я привык от вас выслушивать. Так, ну шлак, если и будет присутствовать, я не виноват. Фух. Да нет, больше ничего не всплывает. Пленка оксидная и все. Будем надеяться, что он хотя бы чистый будет. Может, и пойдет куда в дело еще. На какой-нибудь эксперимент. Так, все. Дальше будем разливать, смотреть. Ну что, разливаем сегодняшний бульон. Вот еще дно красное. Ну, а пока будет остывать, сейчас разглядим, что у нас сегодня за котлетки получились. Вот он, сегодняшний шлак. Ну, он как пух. Выпарил я сегодня хорошо алюминий из него. А вот то, ради чего все это замечалось. Только должно было получиться не такое. Это котлетки другие, совсем не такие я ожидал. И кто сейчас трапезничает, закройте, пожалуйста, уши. Потому что не могу не сказать, но это похоже на очень плохие анализы очень больного животного. Что там внутри? Что животное сегодня ело? Ого! Опа! А ничего. Короче, со стекла сделал какой-то пузыристый камень. Ну, легкие, с пузырями. Вот такое получилось стекло. Я хотел, чтобы это стекло осталось в алюминии. Его было не видно, чтобы там. Так, все тут слиплось. Как в природе это и бывает. В природе тоже оно все вот так слипается. Если вы поняли, о чем я. Надо было идти в ветеринары. Знал бы, что получилось. По-научному назвал. Так, ладно, ждем, когда форма остынет. Посмотрим, что с алюминием. Достал я их. Ну и вроде видно, что все в порох. Понятно, тут другого и не ожидалось. Такой перегрев почти под 1000 градусов. Зато тигель выдержал. Я всегда следил за температурой, боялся, что чугунный тигель или лопнет, или еще что-нибудь, или прогорит. Он выдержал нормально. Так что мне своим тиглем можно пользоваться, не бояться. Так, и теперь. А что теперь? Давайте станок посмотрим сейчас. Чуть-чуть потокарим еще. Видео и так сегодня, наверное, длинное будет. Начинаем продолжать. Блин. Пластинка болтается. Сейчас. Продолжаем. Проще резец поменять, чем пластинку закрепить.
Сейчас сниму, покажу, что получилось. Так, я, наверное, сейчас чистовым пройду. Торец побольше сниму, потому что в торце вот оно что. Не доснимал, надо другой резец ставить. И здесь пройдусь больше. Слушайте, пока нравится. Есть, конечно, что-то непонятное. Но сейчас я чистовым пройду и покажу вам уже, что получилось. По-быстрому поехали. Чистенькая заготовка. Чистенькая алюмишка. Если не считать нескольких дырочек. Ладно, сейчас торец без цинка, без меди налипает на резец, на любую пластинку. Да почти конфетка. Сейчас сниму, посмотрим. Ну вот, что сегодня получилось. Сбоку посмотрел, показалось, ух ты, вот это да. А по торцу сито. Вот. Ну понятно, тут перегрев, тут всего намешал. Тут... А, между прочим, это первая плавка-то алюминия этого. То есть это лом, да такой лом, что как обяка. Возможно, со второго раза с него что-то и получится отдельное. Может быть, все-таки перегрев это не такая уж большая ошибка. Потому что первая переплавка и такое качество нормально. Вот, да еще там стекло жарилось. Так, ладно, все, пора сворачиваться. Просто сегодня у меня игривое настроение, погода хорошая. И поэтому я решил сделать вот такое вот супер абсурдное кино. Мои ролики и так не отличаются научностью. А сегодня я переплюнул сам себя. А еще может быть потому, что сегодня старшему сыну 16 лет. И поэтому все, всем удачи, здоровья, с наступающим. А мне пора уже за стол. Хватит с алюминием возиться. Все, всем пока.